12 марта обязательно наведите чистоту в доме, чтобы освободить место для весенней энергии. Также в этот день, благо будет суббота, обязательно покормите птичек, для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Также в этот день, забегая наперед, хотим сказать вам о том, что ни в коем случае не выбрасывайте еду, пищу, крошки на улицу. Почему это так по народным приметам? Далее, друзья, в этом видео. Добро пожаловать на канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. 12 марта наши предки отмечали День памяти преподобного Прокопия Дикополита, который жил в 8 веке и был отличным исповедником в те времена. В церковном календаре этот день по праву посвящен великой памяти святого Прокопия. Сам Прокопий был родом из страны Дикополитской, но в один прекрасный момент он решил отказаться от всего и ушел жить в монастырь и посвятить свое время молитвам и посту. Староверы вспоминают его как исповедника и борца против ереси. До конца своих дней он проводил время в монашеских подвигах, наставляя многих верующих на путь добродетеля и справедливости. Прокопий прославился у монахов чистотой души и достижением духовных целей путем молитв и веры. В период борьбы императора Льва и Савринянина против христиан, а точнее против христианских икон, святой Прокопий с остальными священниками встал в защиту и доказал, что святые образы не являются идолами. После смерти великого императора он получил свободу и до самой смерти продолжать жить и молиться в монастыре. На Прокопа наступала весна. Трава уже виднелась, лед и снег таял, а дороги снова приходили в чувство от заморозков. Люди говорили: Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз. Или Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний порушит. На Прокопия снег лежал, а потом в речку убежал. Чуть позже наши старики начали называть этот праздник как «Дорога-рушитель». Этот день получил такое название за то, что в этом промежутке начинают активно таять снежные и замерзшие дороги. Говорили, что с этого времени не стоило планировать далекие поездки и путешествия, пока дороги не высохнут совсем. Также старались прислушиваться и к капели. Если она была умеренной, лучше было не выезжать в дальнюю дорогу. А чего не скажешь про охотников и рыбаков. Им же, напротив, дается зеленый свет для своих привычных дел. Говорят, что для них настает даже удачное время, отличный улов и богатая охота. Знающие люди не пропустят такой день, так как знают, что вкусный ужин для них будет обеспечен. Но у охотников были и свои интересные народные приметы. Если заяц перебежит дорогу в этот день, то наши предки знали, что это к неудаче. А если то же самое сделает собака, беды не будет, но и большого успеха тоже. Поэтому старались смотреть в оба, быть аккуратными и стараться не спугнуть животных своим шорохом. Народ пристально наблюдали сегодня и за вербой. Если почки у верб начинают распускаться вместе с их макушки, то можно было начинать сеять на огороде пораньше. А вот если растущая верба распускалась с середины, то старались немного подождать с посевом. А если и вовсе вся верба распустилась, к хорошему урожаю. Даже птицы чувствовали благоприятный урожай. Можно было и не сомневаться в этом, если к этому дню все птицы уже прилетели. У растений во дворе набухли почки, это к потеплению, а с появлением первых подснежников у людей была ассоциация с началом пахоты. Люди брались за всевозможные орудия труда и начинали активно рыть, вскапывать, разрыхлять и удобрять землю, ведь скоро предстояла важная работа – посев. Если в этот день вы решили что-то зашить, или вышивать, или вязать, то ваши руки попросту ослабнут, считали наши предки.
В этот день они запрещали брать и давать деньги в долг, иначе в течение ближайших лет не получится вылезти из долгов финансовых. Сны обычно в ночь снились вещи и зачастую счастливые. Сбывались они через неделю после, но ни в коем случае нельзя было рассказывать об этих снах никому. А сны, которые вы увидите днем 12 марта, обещают принести неудачу. Поэтому рекомендовали не ложиться спать днем 12 марта, пересилить сон и лучше раньше лечь спать вечером, чтобы избежать плохих снов и негативных мыслей. Все, кто решил поменять внешний вид и записаться к парикмахеру 12 марта, точно, знаете, не будет удачной датой. Волосы после стрижки обязательно станут редкими и ломкими. Попробуйте начать с другого. Сходите в магазин и подберите себе что-то новое из вещей. Подумайте над новым головным убором, сумочкой или новым шарфиком. Сделайте акцент на этом. Уверены, что вы останетесь этим довольны. Как говорят староверы, чтобы вступить в брак в этот день, они не рекомендовали это делать. Все потому, что семейная жизнь не задастся сразу. Пророчили конфликты, ссоры, скандалы, отсутствие счастья или даже и вовсе развод. Поэтому подберите со своей половинкой другую дату. А еще лучше спросите у знающих людей, какая из дат будет самая благоприятная для вас обоих. Старайтесь сегодня меньше нервничать и заморачиваться по этому поводу. Стоит просто расслабиться, и все вопросы сами решатся. Поверьте, что вы получите еще больше удовольствия от данной церемонии. Народ любил в холодную погоду посещать баню. И ни для кого не секрет, что это закаляло организм и очищало от всяких болезней. Говорили, что перед тем, как зайти в баню, стоило снять крест. В противном случае этот день был чреват болезнью. А если вам кто-то задолжал и не возвращает уже давно деньги, то стоило чихнуть в бане, и в ближайшее время вы можете ждать возврат денежных средств. Даже не сомневайтесь в этом. В эту ночь верующие крестьяне оставляли в бане черного петуха и мякиш любого хлеба. Считали, что это помогало задобрить духов, и они им обязательно помогут по дому и не заберут хороший урожай осенью. Перед тем, как пить набранную водичку, убедитесь, что данное ведро или канистра набрано не для мытья посуды или чего-то еще. Даже существует давняя народная примета, что выпив воду, предназначенную для мытья, это приведет к болезни. По церковному православному календарю 12 марта отмечается 7 мужских имен: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков. Поэтому если у вас среди родственников, друзей, знакомых есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте. Также в этот день обязательно нужно покормить птиц. Считалось, что если этого не сделать, то они могут улететь в теплые края и забрать с собой весну. Для людей в древности наступление тепла было критическим важным из-за того, что от этого зависела их еда и выживаемость. Поэтому птиц именно 12 марта обязательно покормите. И, друзья, когда вы будете их кормить, обязательно скажите следующие слова: «Птички, летите, несите мир и добро, а мне богатство да прибыль, да будет так». Также в этот день необходимо убрать свой дом и избавиться от лишних вещей. Наши предки в этот день проверяли поля и инструменты на готовность для начала полевых работ. Теперь нужно убрать дом для того, чтобы приготовить место для весенней энергии и привлечения тепла. Также просим вас обратить внимание на тот факт, что 12 марта запрещено выбрасывать на улицу пищу. Вместо этого ее стоит сжечь или, как вариант, превратить в удобрение. Считается, что выброшенная еда может пошатнуть ваше финансовое благосостояние. Друзья, вот такой у нас с вами день 12 марта по народному календарю. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 12 марта 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас с вами ждет 10 и 11 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Рак.
Силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах и главный девиз и даже тема этого дня. Обычно энергетически очень сильный этот день питает нас этой энергией всех. Так что сегодня стоит ожидать необыкновенного прилива сил, бодрости и оптимизма, когда хочется свернуть горы. Поэтому сегодня вершите, творите, созидайте, не бойтесь проявлять инициативу и браться за самые сложные задания. Сегодня вам все будет по плечу. В этом потоке жизнерадостности можно найти время, чтобы посвятить его своим корням, предкам, истории своей семьи. Навестите сегодня родителей, посмотрите с ними старые фотографии, поговорите с ними о вашем роде. Еще раз изучите и вспомните свою родословную. Этот день будет очень удачен для создания новой семьи. Друзья, обращаем ваше внимание, что мы говорим с вами о лунном календаре. Браки, совершенные в этот день по лунному календарю, очень крепкие и редко заканчиваются разводом. В этот день может произойти постижение каких-то высших истин, приобщение к божественным знаниям, которые откроют вам очень важные тайны. Они могут указывать вам на то, в каком направлении надлежит двигаться дальше. Очень часто такие просветления дарят очень неожиданно, когда их совсем просто не ждешь. Сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством своего дома. Это семейный день, хорошо быть вместе с семьей и близкими, приглашать родственников. Очень уместно в этот день будет вспомнить традиции своей семьи, своих предков, так как эти традиции поддержать вы сможете и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи. Печаль этого дня окажется кратковременной, она быстро и легко забудется. Однако в этот день не рекомендуется путешествовать. Что касательно стрижки волос, то делая стрижку сегодня, 12 марта, вы нарушите гармонию этого дня, что может повлиять на ваше здоровье в будущем. Более того, новая стрижка получится неряшливой и будет долго отрастать. Именно в этот день стоит запланировать курс лечения волос и начать пить витамины, проконсультировавшись с врачом. Сделайте массаж головы и шеи. Это улучшит приток крови к луковицам волос. Скоро вы заметите, что не только волосы стали расти лучше, но и кожа лица приобрела более здоровый вид. Эти лунные сутки хорошо подойдут для доведения до ума вашего образа или стиля. Будет здорово, если вы измените образ за счет удлинения волос. Ваш мужчина непременно это оценит. Наращивание волос и увеличение густоты натуральными прядями благоприятно повлияет на вашу ауру. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями поможет расположить начальство к вашей персоне. Сегодня рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще, потому что это усилит проводящую функцию волос. Вы знаете, в этот день нет каких-то особых предупреждений. Обращаем ваше внимание, друзья, у нас с вами идет растущая луна, а значит мы с вами можем делать то, что нам во благо. Поэтому мы вам и это рекомендуем делать. Поэтому обязательно обратите внимание на субботу, проведите уборочку обязательно в доме. Не забудьте покормить птичек, пригласить таким образом в свой дом и в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Но и также ни в коем случае не выбрасывайте еду, даже если вы ее не любите. Поэтому лучше, если вы что-то планируете в плане выброса пищи, еды, обязательно перенесите это уже на другой день. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.